Прежде чем мы начнем готовить, справедливости ради скажу, что сегодняшнее блюдо не совсем корейское. Во-первых, потому что в традиционной корейской кухне помидоры встречаются крайне редко, да и в самой Корее помидоры принято считать больше фруктом, чем овощем, и едят их обычно как какие-нибудь яблоки либо апельсины. А во-вторых, вкус сегодняшнего блюда для многих будет знаком, и не все его будут ассоциировать с корейской кухней. Но так или иначе, корейцы, проживающие на территории бывшего СССР, в том числе и моя семья, готовят этот салат именно так. Ну а я напоминаю, что с вами Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Также этот список есть и в описании под видео. Там же вы найдете и другие полезные ссылочки. Итак, первым делом подготовим помидоры. Я взял килограмм больших и сочных помидоров, и сразу скажу, что идеально для этого салата подойдут помидоры сливка. Но если у вас обычные круглые, то тоже хорошо. Итак, у помидоров отрываем плодоножку и разрезаем его пополам. Далее еще раз пополам. Если у вас помидоры большие, то можете нарезать мельче, не на 4 части, а на 8, например. Отрезаем также жесткую часть от плодоножки. И так проделываем со всеми помидорами. Должна получиться большая и красивая тарелка. Далее нарезаем зеленый лук. Его просто мелко шинкуем. Кинзу тоже нарезаем мелко. Вообще из зелени можете брать все что угодно. Укроп, петрушку, в общем любую зелень на свой вкус. Но кинза будет более аутентична и уместна. Репчатый лук нарезать надо либо перьями, либо полукольцами. Как вам больше нравится. Я взял красный репчатый лук только из-за цвета. Можете взять и обычный. Но красный репчатый лук более богат антиоксидантами, а также витамином С. Чеснок нужно мелко нарезать. Можете использовать чеснокодавку, а можете, как я, сначала его раздавить, а потом уже измельчить с помощью ножа. Красный острый перец нарезаем тоже мелко. У меня перчики небольшие, поэтому я просто нарежу их поперек. Но вообще, друзья, острый перец добавляйте по желанию. Я люблю, когда есть небольшая острота и пикантность во вкусе, поэтому рекомендую. Теперь берем глубокую миску, кладем внутрь измельченный чеснок, измельченный красный перец, немного кладем зеленого лука, часть у нас пойдет в свежем виде в конце, а часть сейчас. Засыпаем сюда молотый кориандр. А теперь заливаем это все раскаленным растительным маслом. Сразу же хорошо перемешайте, чтобы кориандр, чеснок, перец и лук отдали свой вкус и перемешались. Вы сразу начнете чувствовать невероятный аромат. Друзья, масло нужно сильно нагреть. Я обычно держу его на плите до того момента, пока не пойдет легкий дымок. Это значит, что оно очень хорошо нагрелось, примерно до 130 градусов, и этого достаточно. Теперь добавьте сюда соль, сахар, уксус, я обычно использую рисовый, и соевый соус. Хорошо перемешайте, чтобы растворились сахар и соль. И наша заправка для салата готова. Сразу хочу сказать, друзья, что данная заправка отлично подойдет для жареных либо пропаренных баклажанов, для битых огурцов, для кабачков, в общем для любых овощей, поэтому смело экспериментируйте, разные овощи раскрываются по-разному с этим соусом. Итак, берем глубокую емкость, кладем внутрь помидоры, добавляем к ним репчатый лук, зеленый лук, кинзу и поливаем теперь все заправкой. И теперь очень важный момент. Надо аккуратно все перемешать. Я надену перчатку и сделаю это рукой, потому что не хочу случайно повредить помидоры ложкой или лопаткой. Все отлично перемешали? Тогда теперь накройте крышкой, либо пищевой пленкой и дайте салату настояться пару часов в холодильнике. Друзья, я неоднократно видел, как этот салат закатывают в банки, но я, к сожалению, небольшой специалист в области консервации, но я уверен, что среди вас есть такие ребята, поэтому, если не сложно, напишите в комментариях алгоритм этого процесса.
От тебя добавлю, что есть еще один вариант. Можно нарезать помидоры кольцами, взять контейнер, уложить дно этими кольцами ровным слоем, сверху полить немного заправкой и далее выложить еще несколько слоев помидоров и маринада, закрыть крышкой, убрать в холодильник и дать настояться несколько часов. Ну а после этого подавать на стол в качестве закуски. Итак, салат готов. Подавайте его на стол в качестве закуски к основному блюду. Приятного аппетита! Друзья, салат вкусный, насыщенный, яркий, освежающий. Идеально подходит к рису и мясным блюдам. Обязательно приготовьте и попробуйте, я уверен, вам понравится. Ну а я надеюсь, что и видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну и гляньте другие мои ролики, на канале вы найдете много чего интересного и вкусного. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока.